Добрый день, в эфире информационная сводка. Страны НАТО согласовали декларацию по вопросу приема Украины в Альянс. Мы будем в состоянии направить приглашение Украине присоединиться к Альянсу, когда союзники согласятся и условия будут выполнены. И в продолжение темы Германия блокирует приглашение Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе, пишет РБК со ссылкой на источники в Альянсе. Сообщается, что личная позиция канцлера Шольца является главной преградой на пути получения Украиной приглашения в НАТО. При этом Байден настроен более мягко. Планы США по поставке кассетных боеприпасов Украине могут привести к катастрофической эскалации, сообщает Министерство иностранных дел Сирии. Сирия призывает все страны обуздать администрацию США, проводящую безрассудную политику. Ранее мы сообщали, что и Франция передаст Украине дальнобойные ракеты для поддержки наступления ВСУ. Об этом сообщил президент Макрон. Дания, Швеция и ФРГ опубликовали совместное письмо в ООН в преддверии заседания Совбеза, запрошенного Россией, о расследовании теракта на Северных потоках. Сроки завершения расследований терактов назвать невозможно. Характер диверсии беспрецедентен, а расследования сложны. Пока нельзя установить, были ли теракты организованы каким-либо государством или госсубъектом. Россию проинформировали о проводимых расследованиях по Северным потокам. Нет никаких препятствий для посещения мест взрывов. ФРГ заявила о наличии подозрительного судна, которое могло использоваться для перевозки взрывчатки для терактов на Северных потоках. После окончания СВО НАТО может отправить миротворческую миссию для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, сообщает Дуда. Он отметил, что если будет такое решение Альянса, то Польша отправит на Украину своих военнослужащих. В США считают, что наращивание поставок оружия Украине уже ничего не изменит. Об этом заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Великобритания планирует помочь Украине в разминировании и уничтожении боезарядов. Министерство иностранных дел Великобритании приобретет для этого спецкомплексы, которые будут переданы Украинской государственной службе ПЧС в рамках программы «Партнерский фонд для устойчивой Украины». Закупку осуществляет консалтинговая компания Chemonics UK. Британский МИД также готов заключить контракт с подрядчиками для реализации противоминной программы на Украине стоимостью до 6 миллионов фунтов. Цель – высвобождение земель и обучение рискам, связанных с взрывоопасными снарядами.